знаете, какой в плане концертов? Главное, что ты внутри. Внутри стадиона, и ты там слушаешь концерт. Мне не важно, я посередине буду зала сидеть, в конце зала, в начале зала, с краю, как сейчас, или что-то еще. Я просто там буду. Сегодня 20 число, и перед началом концерта, перед началом этого дня я немножечко решила рассказать, как прошел процесс покупки билетов, потому что я впервые смогла купить билет на сайте. У меня в прошлый раз получилось каким-то, опять-таки, магическим образом выиграть в лотерею. Ну, когда я говорю выиграть в лотерею, когда дело касается группы BTS и их участников, здесь речь идет о чем? О том, что ты покупаешь, точнее, выигрываешь возможность уже находиться там, вот, так скажем, ты уже освобождаешься от этой борьбы за билеты, но это не бесплатно. Я надеюсь, вы это понимаете. А кто не знает, то вот я вам рассказываю. В первый раз, когда я попала на концерт BTS, это было весной прошлого года, я тогда билет смогла приобрести через перекупщика. К сожалению, да, перекупщики существуют, и на самом деле это не очень хорошая вещь, но, знаете, когда есть желание попасть на концерт группы, которую ты слушаешь, здесь уже не сильно об этом задумываешься, потому что понимаешь, что здесь таких людей на самом деле очень много. И это, конечно же, отдельный диалог, как с этим вообще бороться и возможно ли. Лично мне кажется, что нет, это невозможно. И поэтому на концерт попадают те, кто упорно, так скажем, идет до конца, ищет вот этих вот людей, ищет возможности у кого-то билеты перекупить, ну и те, у кого много денег. У меня перекупщик был не такой сумасшедший, как другие, потому что я знаю, что некоторые покупают билеты просто за ужасно большие деньги. Другой случай, другая история, это концерт в Пусане, когда я тоже не смогла купить билет сама на сайте, я опять-таки покупала через перекупщиков. И я еще и на мошенника там наткнулась. Вообще замечательно. У меня, кстати, вон пришел документ с суда новый. Те, кто смотрел первое видео, или кто не смотрел, то можете ознакомиться, если вам интересно, с этой ситуацией, как я вообще с этим связалась, как вообще так все получилось. Но самое главное, что мошенника, конечно, нашли. Ему дали 2,5 года тюрьмы. Правда, после его апелляции, где он якобы все понял и все осознал, ему срок снизили на 4 месяца, теперь он будет там 2 года 2 месяца, и еще произошли выплаты некоторым людям, которых он обманул, и несмотря на то, что я была третья в списке, мне выплат никаких не было. Я знаю причину этого, точнее, я могу понять причину этого, там, знаете, вот эти всякие адвокатские дела, скорее всего, ему посоветовали в первую очередь отдать деньги тем, кто, например, приходил, возможно, к нему на суд, кто прям строгое наказание ему хотел, или кто был, например, обманут на очень большие суммы, а такие люди были. Там была одна девушка на 2,5 миллиона вон, он ее обманул. И, скорее всего, какими-то такими вот, знаете, путями так получилось, что я осталась без денег. Но я на самом деле не особо на это и надеялась. Просто решила с вами этим поделиться. В любом случае, я рада, что это дело закончено. Человек за свои поступки отвечает. А я, ничего страшного, бывает. В следующий раз буду, наверное, аккуратнее. Хотя, казалось, господи, куда еще аккуратнее-то, а? Ладно, речь не об этом. Речь о том, как я чудесным, вообще магическим образом, еще и вместе с подругой, мы смогли обе приобрести билеты на концерт. Правда, в разные дни, конечно, мы пойдем, но это на самом деле не так важно. Она смогла купить билет, как хотела, на третий день концерта, и она, кстати, продвигалась в очереди быстрее, чем я. Поэтому к тому моменту, когда загрузилась моя страничка, там уже на этот день билетов не было. Это просто, знаете, с расчетом на то, что мы думали, может быть, пойдем как-то вместе, но нет, не получилось. Причем я изначально думала, что, наверное, надо брать билеты на второй день, если такая возможность будет, если там вообще свободные места останутся, потому что
Ну, мне кажется, что большинство людей хотят попасть на первый концерт. Первый день — это, типа, знаете, открытие, третий день — это финал, а второй день — это, ну, просто день. Ну, короче, как вы поняли, я иду на второй день. Места у нас прям, знаете, прям с краю. Мы, когда вообще увидели зеленые места, ну, зеленые значит, что они есть свободные, то есть ты можешь нажать и купить. Я говорю, у меня впервые такое, я поэтому вообще просто офигела сегодня. Мы вообще не думали, не выбирали, куда тыкнуть, мы просто хоть куда-то тыкнули. Когда вот мы были в процессе вот покупки, я прям, знаете, я даже немножко нервничать начала. Несмотря на то, что я шла вот в этот писипан, где мы договорились с подругой встретиться, причем мы, кстати, нашли его только с третьего раза, потому что было очень много людей тоже, которые хотели купить билеты на концерт. Не знаю уж, конечно, получилось у них или нет. И я шла с мыслью, то, что если у меня получится купить, а у моей подруги нет, я дам билет ей, потому что она на концерте не была, ну а я была и как бы деньги сэкономлю заодно. Если не получится ни у кого, то ничего страшного. Если не получится у меня, тоже ничего страшного. А если получится у обоих, то вообще четко, классно. Мне главное было хотя бы в хоть какой-то день вообще попасть, и поэтому я сделала ставку на второй день. Но по факту, что у нас как получилось, как это вообще все выглядело. В третий писипан, который мы нашли, компьютерный вот этот центр, точнее, компьютерное кафе, там было еще 3 кореянки, которые тоже покупали билеты. Мы еще, знаете, так одновременно посмотрели друг на друга, они сзади нас были. И мы такие, давайте, удачи, они там тоже удачи, удачи. В итоге, кстати, у 2 из них получилось, точнее, у 2 из них получилось, у третьей не знаю, вроде как нет. И до этого, когда я на концерты пробовала покупать билеты, у меня, когда уже открывался сайт, когда я стояла в бесконечной этой очереди для того, чтобы дойти вот до этого этапа, когда ты можешь выбрать день, потом начать выбирать места, я всегда открывала сайт, точнее, у меня он начинал уже работать и грузиться тогда, очередь кончалась тогда, когда уже все, мест не было. То есть ни разу не было такого, что вот я открываю, и я вижу хоть одно зеленое место. Ни разу такого не было. И в этот раз это случилось. Может быть, конечно, было меньше людей, которые за эти билеты, знаете, сражались. Тем не менее, это случилось. И вот моя подруга, она была в очереди первее меня. Она хотела именно вот на третий день попасть. И когда она открыла, она увидела, что есть зеленые места, она просто тыкнула, знаете, хоть куда-то, и у нее получилось оплатить билет. И это было на самом деле так волнительно. Несмотря на то, что я все равно как-то спокойно к этому относилась изначально, в процессе уже, знаете, какой-то азарт появляется. И вот, например, на данный момент я как будто больше рада тому, что я смогла просто купить билет. Не потому, что я иду на концерт, а потому, что я смогла на этом сайте купить билет. Это прям вообще шок. Эти кореянки, они обсуждали там, у одной девочки получилось загрузиться чуть побыстрее, чем у моей подруги, и они сказали, что вот еще много, и мы не услышали много чего. И подружка говорит, наверное, много мест. Такая, ну, наверное, да, давай надеяться дальше. И вот потом у нее открылась страница, она смогла оплатить, она говорит, давай попробуй тоже на третий день, вместе пойдем, типа. И когда вот у меня тоже загрузилась, очередь моя подошла, точнее. Я открываю, там мест вообще нету уже, все. И она такая, быстрее, 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 типа, меняй день. Я быстрее выбираю второй день, как и хотела изначально. И да, там были места. Я, короче, просто тыкнула куда-то, оплатила. У меня даже телефон, как будто руки, точнее, ну не то, что дрожали, а я настолько медленно все делала, я прям боялась, как будто не туда нажать. И когда надо было еще пароль этот дебильный сайт вводить, я просто сижу и такая, боже, где буква Пи? Она такая, вот, там, давай, там помогла мне, короче. Совсем разобрались. И у нас есть билеты на концерт. Сегодня был день покупки билетов для тех, у кого есть membership, членство. И те, кто, естественно, вообще подал заявку и смог вовремя это сделать и подтвердить свое членство тоже. Я думаю, что те, кто не знает вот эту систему, это кажется немножко сложным. Но на самом деле
Здесь самое главное, конечно, просто про дедлайны не забывать, и так в целом совсем можно разобраться. У меня, как вы поняли, членство было, поэтому я смогла сегодня приобрести билет. А те, у кого членства нету, они смогут приобрести билет только завтра. Как-то так. Увидимся теперь уже в день концерта. Ну что ж, настал день концерта. Я сейчас в метро еду к стадиону. Я уже купила для Армии Бомбочки батарейки, потому что на прошлом концерте она у меня, к сожалению, разрядилась. Правда, пришлось купить в круглосуточном, на всякий случай. Вот, а в круглосуточном немножко дороже. Ну ладно, что теперь. Короче, так получилось, что я хоть и села на правильную ветку метро, когда мне оставалось буквально 2 остановки, она повернула, короче, не в ту сторону. Точнее, не она, а метро. Оно повернуло не в ту сторону. Поэтому я, короче, вышла и сейчас поеду на автобусе. А то я немножко уехала не в ту сторону. Все, я приехала, смотрите. Сегодня еще такое небо красивое. А вот и виднеется уже стадион, где все будет проходить. Сейчас подойду поближе, покажу. Та-дам! Прикольный плакат. Ну, конечно же, надо сделать фоточку с Армией Бомбочкой. Все, фотка есть, пошлите дальше. Здесь мерч покупают и забирают. Ну, вроде как онлайн можно оформиться и сюда просто прийти и забрать. Но я ничего не покупаю, у меня нет денег. Извините. И место в общежитии. Вот если бы мне подарили... Да ладно, это не так важно. Главное эмоции, то, что я буду на концерте, это уже классно. Вот, мне надо сюда, чтобы подтвердить личность, получить билет, браслет и какой-то подарочек при предъявлении членства, мембершипа. Там еще, конечно, было не так много людей, но я вам просто немножечко показала. Там вот было несколько зон. В одной, получается, дали билет, точнее браслет надели, подтверждение своей личности. И в другой зоне дали небольшой презентик. Сейчас покажу. Я как в прошлый раз пришла пораньше. И вот, это как раз-таки то, что нам подарили, тем, у кого есть мембершип. Если на фоне вы слышите звук, то это мой вентилятор работает. Вот карточка, и это типа как билет. Ну, понятное дело, что настоящий билет это вот браслет, а это просто как на память. На самом деле так прикольно. Тут дата написана Special Guest Army. Так мило. Пришлось перевернуть камеру, извиняюсь. Но зато в этот раз я сразу вспомнила то, что надо снимать горизонтально. Я просто хочу сейчас сразу батарейки засунуть сюда и проверить, все ли хорошо работает. О, работает! Ура! А то прошлый концерт, блин, я не думала, что у меня разрядится. И я последние песни еле-еле как у меня там иногда выключался, иногда включался свет, прям что-то грустненько стало. Ну, просто все такие сидят разноцветные, а у меня умирающая бомбочка. Но зато все, в этот раз я точно готова. Класс. Я одна пришла, как вы поняли. Одна здесь тусуюсь. Ну ладно, ничего страшного. Мне нормально. У меня эта бутылочка с дня рождения Тусёна, кстати. Я с подружками ходила в кафе, и там вот эта бутылочка была. Ну, там покупаешь напиток, получается, тебе дают какие-нибудь фотокарточки, и вот еще вот это дали. Ой, все, надо срочно куда-то идти, очень жарко. Это Олимпийский парк, этот стадион находится именно здесь. Я уже дальше, конечно, от стадиона отошла. Просто вам показываю немножко такой обзорчик делаю.
Мне осталось идти до этой башни буквально 1,5 километра, но мне так печет, это вообще... Я, наверное, сейчас одну станцию на метро проеду, чтобы слишком долго не быть на таком солнцепёке. Даже панамочка не спасает. Я наконец-то дошла до метро, спустилась, зашла точнее в туалет. Боже, вы не представляете. Вот знаете, я уже в прошлом видео об этом говорила, но вот я никогда не была в настолько жаркой, наверное, стране, как Корея. Ну ладно, когда мы ездили в Египет на море, да, купаться, там это все равно не так ощущалось, потому что была возможность окунуться. Я поэтому, господи, я так жду уже этих дней, когда я наконец-то поеду в Пусан. Я просто жду, когда продлю свою визу, и все, я сразу уезжаю на море. Потому что вот у меня реально плавится все. Это просто вот, я не знаю, это вот знаете, как сауна. Вот действительно сауна. По-другому вот никак не объяснишь, не скажешь. Хочется в душ, но, к сожалению, душа поблизости нет. Ну ладно. Короче, я пришла в обычный магазин хотя бы купить что-нибудь холодного, потому что я приехала в эту башню Лоте, а я забыла, что сегодня-то выходной день, там очень много людей, и даже присесть некуда было, а мне важно, чтобы я не только смогла до концерта покушать, а чтобы я еще могла и зарядить телефон. Особенно из-за жары у меня зарядка прям очень сильно сейчас упала, у меня телефон очень нагрелся, сейчас уже вроде отдохну, так что вот хотя бы попить куплю, что ли. Вопрос зарядки все еще актуальный. В итоге я все-таки дала шанс еще одной кофейне, которая недалеко, иду там. Сейчас сварюсь, а мне еще до концерта дожить надо как-то. Я нашла свое спасение. Здесь места было больше, чем в других кофейнях. И нашла зарядку, так что у меня телефон сейчас, так же, как и я, подкрепится. Потому что я уже и кушать хочу на самом деле. Так что купила охладительный напиток, и там, короче, какой-то панини это называется, ну как сэндвич уж, наверное, с курицей. В общем, буду кушать и заряжать телефон. Ну и освежаться, потому что хоть тут кондиционеры как-то не очень работают, но это не сравнится с тем, что находится на улице. Приятного аппетита! Стол, за которым я сидела в кофейне, оказался заказанным, и скоро должны были прийти люди, так что я ушла. Ну ладно, хоть поела. Кто это у нас тут плавает, красивый такой? О, рыбки. Прикольно.
저희가 출발합니다. D-Day 투어 앵콜 콘서트 애프터 파티 두 번째 날이 되었습니다. 어제 공연도 굉장히 최고였습니다만 오늘 오프닝 함성을 들어보니까 역대급의 공연이 되지 않을까. 시간다 에이 내가 파괴하는 시간다 에이 시기 증오고 날들과 에이 하늘에게 사고 잡힌 사 에이 사고를 맡은 뭐 시간다 에이 그때 바람마가 다른가 에이 계속 크게 다르진 않아 에이 되어버린 적 없지 가장 예쁜 꽃이 바닥까지 남김없이 또 불어도 붙인 더 불어 붙인 막혔던 뭐가 또 하나 다 타오고 나면 저만 남아지가 멀어지 나는 그대로지
반갑습니다, 여러분들. 지민입니다. 근데 보통 이제 저도 여러 공연을 봤지만 게스트가 나오면 좀 인사도 시켜주고 이러고 나가는데 그냥 바로 나가네요. 뭐 유기형 스타일이라는 게 있으니까 여러분들 또 이렇게 만나 뵙게 되네요. 너무 보고 싶었습니다. 잘 지내셨어요? 또 감사하게 우리 슈가형 덕분에 제가 또 이렇게 무대에 서서 여러분들을 이렇게 마주할 수 있게 돼가지고 너무 행복하고 감사하게 생각하고 있습니다. 여러분들 슈가형 무대는 그동안 잘 즐기고 계셨죠? 사실 형이 준비할 때부터 이제 준비하는 모습부터 보고 있었는데 사실 너무나 시작부터 잘하고 계시지만 준비할 때는 부담도 많이 가지고 열심히 준비했었는데 걱정을 왜 했나 싶을 정도로 너무 잘하더라고요. 막 욕하고 막 너무 공격적인 거 아니에요? 근데 여러분들이 더 좋아하는 것 같아서 여러분들이 좋아하는 거면 뭐 저는 뭐 네. 아무튼 이제 저도 이제 제 곡을 하나 불러드리고 들어가려고 하는데 잠시 저는 마이크를 좀 바꿔야 될 것 같아서 들리십니까? 네, 잘했습니다. 물도 있네요. 여기 좋다, 여기. 사실 제가 이렇게 시간 끄면 안 되기 때문에 또 제가 먹던 거는 치우도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 네, 아무튼 제가 듣기로는 어제보다 오늘이 훨씬 더 여러분들이 재밌게 잘 놀고 계신다고 너무 감사드리고 마지막까지 오늘 내일이 마지막이잖아요. 윤기형 무대 재밌게 잘 즐겨주시면 감사드리겠습니다. 저는 제 노래 들려드리고 왠지 말까 들어가도록 하겠습니다. 끝나고 또 우리 형 무대 또 보다 갈 거니까요. 같이 또 재밌게 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 지민이었습니다. 감사합니다.
Я этого не ожидала вообще. 내가 보기엔 너는 돼 우리 모두가 돼 역급하게 조통하네 난 땡기면 상관하네 아니 빼니 똥이야 날 모르겠지만 네 등장이 다 맞아내요 네가 우리 그래 모두 덕분이야 우리 위험은 우리만을 가고 있게 원다 무시해서 원다 걱정이 스타디움 동물보다 많은 것을 덕분에 많은 거를 지금에서 친구들아 내가 꽃쟁이는 우린 앞으로 바랜 데는 또 망할 테니까 걱정해
갑시다. Let's go. 하지만 우리 원망하지 않게 그것들의 사이를 떼낼 수 없다는데 자꾸만 두려워져가 영영 멀어질까봐 비명을 빌려 너에게 날 전할게 사람들은 너의 세상이 다 변할게 다행히도 우리 사이는 아직 곁에 안 보냈네 우리 이상 잡아야 해도 세상이 내 뜻대로 안 된다 해도 우린 바람대로 며칠 밤만 새고 시간을 흘러가고 누군가는 쳐가겠지 그저 하고픈 대로 시간을 거쳐가고 지금처럼 흘러가겠지 그래도 잊지 말고 나를 찾아줘 이 순간 오늘 날 보이는 영광 Life goes on, life goes on, life goes on, life goes on 모두가 따라가는 이 순간 어제보다 멀어지는 우리 사이 Life goes on, life goes on, life goes on, life goes on 십년간 내가 지나간 자리 무수히 많은 상처와 감까지 지나버린 추억의 한 순간 내 순간의 마지막처럼 달려왔지만 난 아직도 겁이 나네 I know 지금 이 자리 금세 추억이 돼버릴 자리 두려워하지만 인생의 마지막 가슴 끊임없이 살아 시간을 흘러가고 누군가는 잊혀가겠지 그저 하고픈 대로 시간을 같이 가고 지금처럼 흘러가겠지 그래도 잊지 말고 나를 찾아줘 오늘도 날 멀어 보이는 영광 Life goes on, life goes on, life goes on, life goes on 모두가 떨어가 버리는 순간 언제도 날 멀어지는 우리 사이 Life goes on, life goes on, life goes on, life goes on 당신이 말없이 어떤 미소로 내게 띄워줄 때 그제서야 비로소 마음이 조금 많이 힘들 수도 있어 내가 걸어왔던 길 꽃길 같아 보였겠지만 세상이 접혀 가시밭길이었단 걸 알고 심각하게 꽃을 뿌려줘 너희는 절대 널어내지 웃고 있을 때 우는 일은 절대 있지만 그들은 네 미소에 하루를 살아가니까 반복되는 일정 속 내가 지워질 때 더 찬다면 괜찮아 그래 조금 쉬어둘 때 크게 불러줘 세상에 메워질 때 일방이란 손이 손가락처럼 변했을 때 한숨 크게 쉬고 시간 중간에 맺히던 때는 또한 누구와 다르지 않은 사람에게 이해로 고해로운 길을 너왜 선택했을까 왜 시간이 지나도 절대 당신들의 꿈들이 꿈들로만 남지 언제 어디서든 난 당신들을 응원하기 나를 보고 숨을 끄고 당신의 눈길이 항상 내가 있으니 나만 걱정은 나를 추락이 불렸다면 기꺼이 받아줄게 그러니 나처럼 괴로워하지 마 꿈을 위해서 쫓아낸 자리를 시도할 때 오늘만큼은 꿈조차 느껴진 건 당신의 말 없이 정말 서로 내게 띄워줄 때
위해서 여러분들을 소개하도록 하겠습니다. 팀 슈가 탱크. Let's go. Go on the road. 정신과 정년 부모님이 언어 계속 상담을 받았지 부모님만을 잘 몰라 내가 시도를 잘 몰라 그렇다면 너는 친구 아니 너 그냥 그러나 잘 몰라 어떤 것들이 내게 묻었어 주저시 나는 말했어 전부 다 내가 갖다 숨기려 지우고 뜨끈뜨끈한 기억조차 나지 않는 너를 보면 사람들이 무서워 화장실에 숨어 버린 너를 마주하는 날 그저 난 성공이 다 보상할 줄 알았지 근데 말이야 시간이 지날수록 괴물이 되는 건 청춘은 나쁜 나의 성공이나 괴물은 더욱 보여 우리 여전 욕심이 대로 날 집어 삭히면 막지만 때로는 두려워라 어제 니들은 내일을 쳐다보면서 난가를 삼키라 해 I don't want 그들은 내가 이 동산에서 나가길 원하는 알겠어 내가 제발 그만해 이 모든 일들에서 너는 나니까 나 스스로 그만둬 내 불행이 니들의 행복이라면 기꺼이 불행해줄게 신호의 대상이 나를 기어지네 어느새 상상만 하는 것이 현실이 돼 어림적 꿈이네 꼬락두면 앞에 공연하는 종합 제스 타령이 내 말 앞을 사는 인생 너무 올라 화끈한 내 중사는 건 나쁘네 나 friend my homie my friend 없지만 얘가 이제지만 괜찮아 내 통제를 부정했던 것처럼 넥스트 나인을 부정은 나네 승태를 정신을 받아놓는 원을 다만 내 끝정답 방법을 내고 생각했던 내 동생이 이제 나의 자켓 내 friend들은 어떤지 거기는 얘 최고에서 너 렉스에서 최종의 적당만의 깨끗거리는 수많은 게 나는 간발하는 건 못한 게 아니라 하는 거라고 우릴 팔아먹기는 난 하는 게 아니라 못한 거라고 내 장작이 보이는 한 세상 남았어 맛도만까지 밤을 신바닥에서 잠을 청하는 그때는 이제 내가 추억이네 그는 알고 지나는 사고 덕분에 씨발 박살이 났던 어깨 모습을 했던 내 비난을 가는 무엇부터 최고에서 너 렉스에서 최종의 소수한 번에 끄떡거리는 수많은 게 저리 나른다 똑똑히 나른다 우리 팔아먹던 오늘 많은 게 아니라 못한 거라고 Я не иду сразу на метро. Я немножко решила пройтись, как это делала и в прошлый раз, потому что сейчас будет очень много людей, и я не хочу в толпучке ехать домой. И, конечно, солнце то, что ушло, жара такая ужасная, все равно спала. И хоть духота осталась, ну как бы нормально, терпимо. Ой, я, наверное, камеру косо держу, извините. Блин, у меня столько эмоций, это просто жесть. И знаете, я вот, когда был первый самый мой концерт в жизни у Бантанов, да, BTS, это было вот год назад весной. Вот честно вам говорю, я была настолько в шоке, ну потому что, прикиньте, я до этого никогда в жизни
ну, типа, их не видела в реальности, и осознание, то, что ты вот слушаешь их вживую, это очень странно было. И вот я как сейчас помню, я после первого концерта пришла, и вот я вот честно говорю, я 2 дня просто ревела. Это у меня было, потому что, знаете, переизбыток таких эмоций. У меня тогда еще состояние было такое очень сильно апатичное, тяжелое. И потом, вот когда я получила дозу такого позитива, я прям вообще, вот я не знаю, у меня организм сошел, видимо, с ума. И я 2 дня ревела, и я думала о том, что, блин, неужели это все? Типа, неужели я больше никогда их вживую не увижу? И потом, когда был концерт в Пусане, я уже оттуда ушла с таким облегчением, с чувством легкости и радости. И вот сейчас, после концерта второго, да, Шуги, я вот на 4-й мой концерт в моей жизни, можно сказать, да. Ну да, первые 2 концерта BTS, потом Шуга, и вот сейчас тоже Шуга. И я вот сейчас, мне кажется, я прям наконец-то испытала, вот как это правильно объяснить-то? Короче, я полностью прочувствовала концерт. То есть я орала, я пела, я танцевала. И, ну, до этого тоже, конечно, я пела и все такое, но я как-то чувствовала себя более неуверенно, что ли, потому что, ну, я не знаю, может быть, какое-то стеснение было. А сейчас у меня вообще такого не было. Я вот просто наслаждалась временем и кайфовала от энергии. И, ой, извиняюсь, я вся потная. И вот знаете, еще будучи на первом концерте BTS, конечно, учитывая, что их 7, тяжело за 1,5-2 часа каждого, так скажем, прочувствовать и понять. Но вот я как сейчас помню, на самом первом концерте я очень обратила внимание на энергетику Джина и Юнги. Ну, потом, на втором концерте, у меня уже было время для того, чтобы всех остальных прочувствовать. Они все очень классные и талантливые ребята. А вот сегодня, блин, Юнги вообще просто очень молодец. Ну, что это еще могу сказать? Он реально очень крутой, очень молодец. И когда вышел Чимин, господи, я же думала, что он будет... Месяц назад я тоже ожидала, что он будет выступать вместе с ним с песней Тони Монтана, но этого не было. А вот сегодня, когда он пришел, я просто такая, что? Это было так круто. И знаете, у меня даже сразу такие ностальгические воспоминания появились. То, что я узнала о Корее, и вообще у меня появилось желание сюда приехать благодаря им. Потому что я задала себе очень много вопросов, типа, знаете, что хочет моя душа, а вот чего хочу на самом деле я, куда вот меня тянет. И мне они как-то дали веру в то, что все возможно и можно добиться вот всех своих мечт. И вот я поверила по-новому в себя. Они мне дали очень много вдохновения. А касаемо Чимина, интересный факт, если вдруг кто-то не видел мое видео, где я объясняла причину смены специальности. Я же по образованию педагог английского и истории, а сейчас я типа художник. Ну не типа, я реально художник. И, блин, самый первый портрет, ну, как бы серьезный, с осознанием того, что я настолько вот люблю рисовать. У меня это давно, до этого тоже было, я до этого тоже рисовала, но вот, так скажем, первый портрет, первая вообще работа, то, что я нарисовала, это, короче, был именно Чимин. Вот реально, я вам серьезно говорю. И я вот после того, как его нарисовала, я потом стала рисовать всех остальных. Я потом начала вообще, в принципе, все уже рисовать, все, что хочу и чувствую. И вот я к тому, то, что вот сегодня, когда вот он тоже появился, у меня вот эти вот сразу воспоминания появились, ностальгические, такие приятные. Я осознала то, что, блин, так приятно. И вот я реально так им благодарна, хоть я их, так скажем, и не знаю лично, но меня такие люди очень вдохновляют, такие сильные, волевые, трудолюбивые. Меня очень вдохновляют такие личности.
И вот поэтому, когда сегодня появился вот он на сцене, а потом, когда он еще и неожиданно начал свою песню петь, я прям вообще офигела. Это было так круто. Короче, я ставлю этому концерту 12 баллов из 10. Я вот сейчас иду, и вот опять-таки, да, возвращаюсь к воспоминаниям. Если год назад, после первого концерта, я была расстроена как будто от того, что я как будто не успела все почувствовать и осознать, и то, что будто все это быстро закончилось. Сейчас я иду с чувством такого счастья, такого удовольствия. Это вообще это просто очень круто. Я снимала много видео, и некоторые из них, наверное, косые получились, потому что, естественно, я в телефоне смотрела. Я смотрела на сцену, на экран. В общем, это было очень круто. И вот месяц назад это было круто, а сейчас за счет того, что я смогла больше как-то расслабиться, как-то вот дать себе полную свободу в плане вот как-то выражения себя в энергетическом плане, да. Вот, блин, это было еще даже лучше, чем было тогда, хотя, казалось бы, куда еще лучше, а оказывается, есть куда. Вот по поводу рисования, тогда у меня реально, знаете, какой-то щелчок произошел просто в один день. Вот просто вот что-то щелкнуло внутри меня. Я взяла обычную тетрадь в клетку, взяла обычные карандаши и начала рисовать. И вот как я уже вам сказала, первый, кого я нарисовала, это был Чимин. Я не знаю, почему так получилось. У меня тем более вообще как-то не было такого, что биес, не биес. У меня все они, биесы были по очереди. Поэтому я не могу вот в этом плане выбирать. Если бы сегодня был Намджун, я бы также орала и радовалась. Если бы сегодня было неважно кто, Тэхён. Ну, Джин не может, и Хасок тоже, потому что в армии. Но вот Чонгук, неважно. Вот любой бы пришел, я любому была бы рада. Вот. Но сегодня вот был Чимин. Завтра, говорят, скорее всего, Намджун придет. Посмотрим. В общем, я очень рада. У меня куча положительных эмоций. И я вообще прям очень счастлива, потому что у меня последние дни тоже такая грусть и тоска, если честно. А сейчас я просто наоралась так, что прощайте, как говорится, тоска, прощай грусть. Не знаю, насколько она уйдет, но я надеюсь, что она не вернется. И если вернется, то хотя бы ненадолгое время. Или я буду просто пересматривать видео с концерта.